Бодрого времени суток, уважаемые, многоуважаемые посетители этого замечательного сайта. В этом видео хочу рассказать вам о том, как выбрать камеру для видеонаблюдения. Первым делом, что необходимо сделать, это определиться с цветностью камеры. Либо цветную ее выбрать, либо черно-белую. Тут вроде бы ответ однозначен, почему, зачем черно-белую, сейчас все в цветном изображении. Однако иногда выбор может склониться и к черно-белому варианту. Потому что черно-белая камера, она и по цене ниже, и опять же она показывает картинку более четкую. В том плане, что она границы изображения, границы какого-то объекта не сглаживает, а очень четко показывает. Поэтому такие камеры, они черно-белые, с очень высокой контрастностью, они хорошо могут себя проявлять для просмотра номеров машин, где не важен цвет, по сути, либо выявление лиц людей, где тоже цвет, он как бы сам по себе важен, но четкость изображения там важна больше. Поэтому тут нужно тоже как бы подумать еще. Следующий этап при выборе камеры – это вам необходимо знать, где она будет устанавливаться, на улице или в помещении. Какое внешнее на нее воздействие будет оказываться. Там, может быть, блики какие-то будут идти, если там или яркий солнечный свет, или засветка от автомашин. Все это дело тоже вот как бы необходимо учитывать. Если она будет на улице стоять и некоторых технических характеристик уличных камер вам будет недостаточно, то можно воспользоваться вариантом, это взять бескорпусную камеру и установить ее в кожух, либо в термокожух. Вы ее покупаете с учетом тех характеристик для вашего объекта, чтобы их хватило, к примеру, на просмотр. Возможно, там будет плохое освещение, она по светочувствительности очень мощная, и она будет практически видеть ночью. Следующий этап при выборе камеры – это необходимо знать, какое разрешение она транслирует, какое качество картинки она будет выдавать. Разрешение видеокамер, оно исчисляется в TV-линиях, так называемых. 1000 TV-линий, 800, 600, и так далее. Они сейчас могут идти уже и выше, там может быть 1200 TV-линий. И это расшифровывается в пикселях вот примерно вот так. 1000 TV-линий это 1600 на 1200, и так далее. Вот по таблице можете посмотреть. Основной смысл это разрешение. Опять же, необходимо подбирать разрешение камеры такое, чтобы ее мог воспринять видеорегистратор. Иногда клиент гонится за хорошей камерой и начинает жадничать на видеорегистраторе. И не понимает, что видеорегистратор тоже должен воспринимать достаточно хорошую картинку. И у него получается, что камера транслирует шикарную картинку, а видеорегистратор может принять там ограниченную картинку. Это вот тоже необходимо видеть и понимать. Следующий этап при выборе камеры – это у нас подбор объектива. Отдельно по этому вопросу я записал видео, можете его посмотреть, там будет более детально все рассказано. Здесь я лишь остановлюсь на том, что чем меньше величина объектива, к примеру 2,2 мм, там 3,6, тем он более широко смотрит. Чем больше объектив, имеется в виду там 22, 36 и так далее, тем он смотрит дальше, но область просмотра у него меньше. Там угол просмотра там 2-3 градуса. А когда объектив маленький, там 2,2, то угол просмотра может чуть ли не в 180 градусов уходить. Так что это имейте в виду при покупке. Есть отдельные таблицы, но это все в отдельном видео, если это вам нужно. Следующий этап при выборе камеры. Такой момент, нужна ли вам ИК-подсветка, либо нет. Смотря какое помещение, хорошо освещаемое, либо плохо освещаемое. Тут опять вопрос с ИК-подсветкой довольно двоякий. Можно здесь поиграть со светочувствительностью и ИК-подсветку не брать. Потому что ИК-подсветка на себя тянет большое количество питания.
А светочувствительность — это такой электронный момент, она питание на себя берет не очень много. Поэтому тут достаточно двоякий вопрос. Но опять же, если ИК-подсветка, то на сколько метров вам ее необходимо? На 20, на 30, либо на 5. Это уже делаете выбор вы сами. Если светочувствительность, то опять же, все это дело подбирается по таблицам. Какой светочувствительностью должна обладать камера, чтобы различать проходящие мимо объекты с должной четкостью. Для этого есть специальные таблицы. И вот по этим таблицам можете подобрать эту чувствительность и подобрать по ней необходимую для вас камеру. Следующий этап при выборе камеры: должна ли она быть вандалозащищенная, либо нет. Будут ли там возможные удары по ней, либо ее как-то необходимо спрятать. Все это дело тоже как бы необходимо учитывать и при покупке иметь в виду, держать в голове. Следующий этап при выборе камеры — это идут ли блики какие-нибудь сторонние на эту камеру. Там вдруг у вас витрины, какие-нибудь машины проезжают или еще что-нибудь, и постоянно идет блик на камеру, и она от этого дела может очень сильно переживать. Может уходить там в разные режимы. Но смысл в том, нужен ли вам режим BLC, так называемый. Это вот компенсация встречной засветки. Я в характеристиках камер об этом рассказывал. Ну, еще раз расскажу так вкратце. Смысл его в том, что если идут блики, он эти блики электронно принимает, обрабатывает все это дело. И он камеру старается вести в нормальном рабочем русле, чтобы не было таких диких перепадов по освещению, хотя бы у нее в голове, у камеры имеется. Следующей особенностью при выборе камеры считаются температурные показатели. При какой температуре камера там будет работать. Но опять же, вы в голове прикидываете, какой у вас объект, где будет стоять камера, будет ли там холодно, либо тепло. И по этим параметрам подбираете камеру. Все просто. Следующий параметр — это энергозатратность камер. Особенно когда у вас большое количество камер с ИК-подсветкой, то тут можно подзадуматься, какое питание им подобрать. Там начинается затылка чесания и придумывание. Потому что если у вас большое количество камер, к примеру, там 16 камер и все с ИК-подсветкой, и у каждой камеры, к примеру, потребление под 1 ампер, представьте, у вас получается 16 ампер, необходимо, чтобы все это дело запитать. А если они еще расположены на больших расстояниях друг от друга, опять же, потери напряжения, чтобы доставить это питание до камеры, от таких сложений в голове становится сразу очень не по себе. Поэтому потребление камеры необходимо тоже очень хорошо учитывать, потому что все их же надо будет запитать. Для этого нужен будет резервный источник питания, его нужно будет впоследствии подбирать, чтобы потом себе не очень сильно взрывать голову по этому поводу. На этом я, пожалуй, здесь остановлюсь, потому что подбор камеры в основном зависит от специфических особенностей объекта. По сути, от него отталкиваются, и от него все это дело строится. Бывают объекты, конечно, с такими навороченными особенностями, что для них камеру подобрать довольно сложно. Бывает по-всякому. Я думаю, основную градацию выбора мы с вами провели. На этом я видео заканчиваю. Уверен, оно вам понравилось. Если что-то непонятно, я постараюсь в следующих видео все это дело более подробно раскидать.